Небольшой постскриптум. Когда мы разобрались, что представляют из себя западные демократии, то отметим два важных момента, которые вытекают из этой темы. Первый вывод о том, где сейчас проходит ось зла. Можно ли теперь разделить этот мир по оси добра и зла? В смысле, как говорил Рейган, что СССР империя зла, а США и его союзники, соответственно, империя добра. Примерно так и было оно с натяжками, но после Рейгана ситуация кардинально изменилась. Эти оси добра и зла стали пересекаться, и этому способствовали и идиотские перезагрузки с империей зла, и умиротворение агрессора, дружба с империей зла, торговля с ней на уровне стратегических энергоносителей, пока эта ось зла не втянула глупый Запад в свое пространство, и западные демократии стали во многих вопросах ее орудием. И закончилось тем, что Бушик-младший в 2002 году объявил осью зла Иран, Ирак и Северную Корею. Но почему-то там не было России. А к тому времени она уже дважды успела уничтожить Чечню, разбомбить Грозный, организовать этнические чистки в Грузии, в Абхазии. Плюс странные взрывы жилых домов в самой России в 1999-м, которые многие считают операцией ФСБ. И не забудем, Россия тогда активно дружила с Ираном и Северной Кореей, которые как раз и были в списке зла этого чепушила Бушика. А почему Россия избежала клейма оси зла? Очень просто. После терактов 11 сентября США нужен был партнер в войне со своими врагами, и Путин подставил плечо, нацепил на себя маску союзника. Расчет Путина был прост. Если ты полезен Западу, тебе можно бомбить города, выгонять народы, поддерживать террористов. Именно сейчас это мы все и разгребаем. И если учесть, что сегодня творится в Украине, это наглядный пример, как Украину уничтожают, а западные демократии фактически за этим наблюдают. А Франция, Бельгия, Испания, Австрия до сих пор покупают газ у России. А США давали Украине достаточно оружия, чтобы ей истекать кровью, а не победить, как сказал очередной правдоруб, бывший топ-чиновник ЦРУ. Так что в гробу я видала такую демократию, и эта расхожая фразочка, что лучшего не придумали, утешение для бедных. Второй важный постскриптум, который вытекает из антропологии правды. Все эти упоминаемые нами философы, аналитики все время костерили западные элиты, такие они и сякие. Мы им аплодировали. Но это все отводит чувство вины и от так называемого населения, простого народа, которые любят всех обвинять, а сами в большинстве своем такие же самые. Просто пока еще не дорвались до власти. И правдорубов они гнобят не хуже элит. Вот классический пример. До 1940-го Черчилль не был любимцем британского народа. Не только элиты его топили, но и простые британцы тоже не особо верили ему. Народ же тогда хотел мира с Гитлером, покоя, дешевых колбасок и чтобы не трогали их дома. А человек, который выходил и говорил «война неизбежна, надо готовиться», выглядел слишком суровым, сгущал краски. Точная аналогия с 2019 годом, когда Порошенко утверждал, что в данный момент только он может противостоять Путину, а те, кто вел 95-й квартал к власти, вложили в слабые мозги инфантилов, что война выгодна Порошенко, что вы, инфантилы, устали от войны, а 95-й квартал договорится с Путиным посередине. То есть народ вел себя так же, как и элиты, предпочитал закрывать глаза на угрозу, не хотел слышать неприятные истины, с недоверием относился к тем, кто портит им настроение своими плохими прогнозами. А потом, когда полномасштабная война таки грянула и уже приперла к стенке, то англичане хотя бы вспомнили о том странном дяде, который предупреждал их годами. А в нашем случае все гораздо хуже. Не то, что не вспомнили, а всячески
гнобят своего спасителя, не выпускают за границу, обложили незаконными санкциями. Выходит, что виновны не только политические элиты, недальновидные или коррумпированные, но и те, кто не умеет или не желает отличить настоящих правдорубов от популистов и фейковых героев. Поэтому я не хочу все валить на политические элиты. Простой народ и элита похожи в своей слепоте. Не только политики и бизнесмены не слушают предсказателей катастроф. Большая часть людей тоже не замечает сигналов опасности, игнорирует тех, кто предупреждает о кризисе. А власти специально создают карманных правдорубов, людей, которые выглядят честными, критикуют систему, но в то же время прикрывают ошибки власти, например, такой фразочкой: «А Путин все равно напал бы». Простой народ часто не умеет отличить настоящего правдоруба от контролируемого, поэтому и легко поддается манипуляциям и принимает правду, выгодную элитам. А настоящая правда всегда непопулярна. Нужно учиться отличать настоящих правдорубов от сценариев власти, иначе мы снова повторим те же катастрофы. Надо учиться искать настоящих предсказателей катастроф среди этого шума и помнить, что не всякий, кто критикует власть, правдоруб, не всякий, кто говорит «все плохо», честный. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Поэтому закончим этот цикл признаками, как отличить настоящего правдоруба от фейкового. Итак, фейковый правдоруб. Выглядит красиво, но действует в интересах власти. Он критикует мелочи, но не затрагивает системные проблемы. Народ думает: «О, он же говорит правду». На самом деле это сценарий власти. Старый способ судить не по словам, а по делам. Будьте осторожны с распиаренными военными и волонтерами. Не верьте тем, кто с билборда не слазит и дает по 1000 интервью в день, кто роликсы себе покупает и параллельно собирает деньги на армию. Фейковый правдоруб не создает настоящих изменений. Его слова звучат сильно, эмоционально, но результат нулевой. Он не меняет политику, не предупреждает о серьезных катастрофах. Он манипулирует эмоциями, а не фактами. Шок, скандалы, драматические заголовки для кликов и внимания. Часто подчеркивает сенсации, а не реальные данные. Например, Гордон, его заголовки отвратительные. Фейковый правдоруб удобный для системы. Его присутствие создает иллюзию критики. Власть может его показать как честного оппонента, чтобы убедить народ: вот видите, нас критикуют, у нас демократия. Это видно по реакции иностранцев. Они все думают, что в Украине сейчас демократия. И народ не способен отличить фейкового правдоруба от настоящего. Легко подсовывается как честный голос, потому что выглядит правдоподобно. Основная ловушка: люди думают, что поддерживают правду, а на самом деле контролируемый шум. Итак, как понять, что перед вами фейковый правдоруб? Он хорошо смотрится, красиво критикует мелочи, создает эффект борьбы, но реально ничего не меняет. Его можно показать народу, чтобы все думали: «О, кто-то говорит правду». На самом деле это лишь контролируемый властью